Всем привет, кто заходит, всем привет. Заходите. Привет, давайте будем начинать эфир. Сейчас я везде подключусь. Сегодня у нас пятница, 21:00. Завтра эфира не будет, в субботу будет эфир сегодня. Я его перенесла, потому что сегодня у нас эфир. Кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки. Если напишите подсказка, тогда будет подсказка вот на этой колоде. Так, сейчас я тут включу, чтобы было видно. Ирина, добрый вечер. Подсказки на всех колодах. Вот, будем сейчас смотреть. Для Ирины начнем сразу. Антонина, добрый вечер, да. Всем привет, Анна Баирова, привет. Здравствуйте. Смотрим. Для Ирины, потом Антонина и Анна Баирова. Ирина, смотрим. Подсказка для Ирины. Та-дам! Используйте свое обаяние. Обаяшка, очаровашка. Сейчас посмотрим дальше. Для Ирины подсказка. Ищите знаки и подсказки вокруг себя. Какие-то знаки и подсказки будут вам в ближайшее время даваться. Замечайте их. Интересненько. Замечайте. Для Ирины подсказка. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Класс. Подарки судьбы. Для Ирины. Позаботься о себе. Ты у себя одна. Позаботься о своем здоровье и сделай себе что-нибудь приятное. Что-нибудь приятненькое сделайте. Позаботьтесь о себе. Красивая карта, да. Да. Послание из будущего. Для Ирины смотрим. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Видите, хвалите себя, награждайте себе, там покупайте что-нибудь такое классненькое, что вам нравится. Спасибо, Ирина. Ставьте лайки под видео. Так, давайте будем смотреть для Антонины теперь. Подсказка. Смотрим. Обратите внимание на свое самочувствие. Не перетруждайтесь, больше гуляйте. Смотрите, что вы хотите. Делайте то, что вам хочется здесь как-то. Антонина, смотрим. Самое время пополнить свой энергетический ресурс и набраться сил, а только затем приступить к делам. То есть вам нужен отдых. Отдохнуть вам нужно, чтобы набраться сил. А иначе никак. С новыми силами потом будете горы сворачивать. Так, для Антонины смотрим. Перестаньте все откладывать на потом. Живите сегодня. Аннет, добрый вечер. Сейчас у нас для Антонины подсказочка. Будьте экономнее. Никак у тебя не получается тратить деньги с умом. То ума не хватает, то денег. Вот говорят, сейчас вот не время тратить, не время. Грамотно смотрите, на что вы тратите. Возможно, сейчас надо деньги попридержать. Пригодятся. Для Антонины смотрим послание из будущего. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Вот такая карта вам. Послание из будущего. Спасибо, Антонина. Ирина пишет, все подсказки отличные. Благодарю, Алена. Лайк на видео, на все ваши посты в Телеграме. Прекрасных выходных и успешной недели. Спасибо, Ирина, большое. Вам тоже классной недели. Пусть у вас все получится. Хорошего вам настроения. И становитесь все красивее и красивее. Моложе и моложе с каждым днем. Вот, для девчонок это важно быть красивой, поэтому будьте всегда красивые. Спасибо, Ирина, Антонина. Теперь давайте Анна Баирова у нас по подсказкам. Анна Баирова, смотрим. Подсказка.
Следите за поступающей информацией. Что-то будет вокруг такое важное. Слушайте, что говорят. Вот. Спасибо, Ирина. Спасибо вам, что приходите и за все. Вот. Анна Баирова. Анна Баирова. Смотрим. Подсказка. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Доставьте себе удовольствие. Чтобы вы прям могли помурлыкать. Что-то такое вот. Когда вот прям вот классно-классно вам. Для Анны Баировой смотрим. Избавьтесь от неуверенности и пессимизма. Такая подсказка. Дальше. Антонина, благодарю. Анна Баирова, благодарю вас тоже. Так, Анна Баирова, смотрим. Следующая подсказка. Ты делаешь себя сама. Никогда не поздно стать такой, какой тебе хочется быть. Будьте такой, какая вы есть. Вот. Такой, какой вам хочется быть. Внутри, там хочется вам что-то поменять в себе. Поменяйте. Сходите, куда вы хотите. Сделайте то, что вы хотите. Постригитесь, перекрасьтесь, займитесь спортом. Ходите на какие-нибудь процедурки. Так, смотрим. Юсуф, добрый вечер. Для Анны Баировой послание из будущего. Ух ты! Тут прям предупреждение. Кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Ну вот, вот. Будьте аккуратнее. Если вам кто-то что-то предлагает, да, давай там купим, сложимся, там скидки. Вы такая, нетушки, сейчас не время. То есть вам сейчас тратить не надо, вам сейчас надо отдыхать, и если тратить, то на себя. Никого не впутывайте в ваши траты. Вот. Так, Антонине посмотрели, они Баировой. Так, Антонина как раз лежу, отдыхаю. Вчера к стоматологу ходил. Вот, молодец, молодец. Антонина молодец, да. Это правильно. Хочется уже подлатать все, что там. Вовремя, главное, сходить, и тогда все будет хорошо. Для Аннет давайте смотрим для Аннет. После Аннет для Юсуфа посмотрим. Подсказка для Аннет. Смотрим, подсказка. Обратите внимание на свое самочувствие. Донат отправила, Аннет пишет. Я донат отправила. Сейчас тогда подсказки посмотрю, потом донат посмотрим. Давайте Юсуфа отпустим тогда. Потом, мне кажется, он не будет долго ждать. Отпустим его и будем смотреть спокойно. Для Аннет смотрим. Подсказка. Старайтесь избегать людей с негативным мышлением. Они плохо на вас влияют. Сегодня как-то разнообразные подсказки. Сегодня такие выскакивают, что не было, не часто они выходят. Для Аннет смотрим. Подсказка. Ой, не оборачивайтесь назад, там все без изменений. Видите, такая вот карта. Так, сейчас посмотрим тут. Для Аннет смотрим. Обнимашки, тебе нужны обнимашки, обнимайся. Обнимашки. Ну, не со мной, конечно, нужны обнимашки. Но я бы обняла. Я люблю обниматься, но только с близкими, конечно. Сейчас посмотрим. Для Аннет. Послание из будущего. Ух ты, отношения — это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Целовашки, обнимашки вам нужны. Вам нужны обнимашки, целовашки. И как можно больше. Двойную порцию. Тройную. Вообще вообще можно не останавливаться. Сейчас для Юсуфа посмотрю. Совет карта. Это значит одна карта. И потом Аннет буду смотреть. Сейчас Юсуф. Для Юсуфа. Подсказка для Юсуфа. Смотрим. Будьте осторожны в словах. Если будете что-то говорить, такое, да, не говорите лишнее. Видите, будьте осторожны в словах. Вы можете что-то там разболтать, проболтаться, и это может обратиться против вас. Поэтому лишнее не говорите. Вот, будьте осторожны в словах. Очень нужны обнимашки, да, очень нужны, Аннет, обнимашки. Сейчас будем смотреть
Донат для Анет. Угу. Его мысли о вас сегодня. Не хочет выходить сейчас. Там несколько сразу, и не знаю, где вытаскивать. Сегодня какие мысли? Ой, сегодня, смотрите, он лежал и думал о вас, или просто сейчас вот лежит и думает. Он мысли какие о вас? О том, что вы в его голове постоянно. Когда он отдыхает, он только все время думает о вас. Думаю, что вы очень привлекательная, что вы очень такая желанная, что у вас есть внутренний стержень, и вы знаете, чего хотите. Вот. Очень энергичная, очень соблазнительная. И нравитесь не только ему, но и другие мужчины на вас внимание обращают. Он это замечает. Когда он отдыхает, он постоянно думает, может быть, даже вы ему снитесь. Но вот перед сном там он всегда думает о вас. Ну, очень много думает. Так, мысли-то его какие? Ой, мысли какие. Сразу карта выпала. Он хочет приехать очень-очень-очень-очень, при очень сильно. Он еще вчера хочет. Ну, то есть он уже давно, давным-давно приехал бы. Здесь такое желание огромное приехать. Он думает о поездке, думает, как вот он к вам приедет. Когда он к вам приедет, и вы соединитесь. Вот они, целовашки, обнимашки. Вот они, как раз он приедет. Он думает об этом, он думает о встрече с вами, что вы такая классная, так к вам тянет, так не хватает вашей энергии, так он измотался уже, так хочется к вам, чтобы вы его наполнили, чтобы вы взаимодействовали вот вдвоем. Вдвоем хочет. Очень-очень. Тоже хочет целовашек, обнимашек, тоже хочет. Такой вот весь в чувствах. Какие у него еще мысли? А может, несмотря на расстояние, закрыли. Несмотря на расстояние, он, конечно, какие еще мысли, он хочет чем-то помочь, возможно, какой-то подарок сделать, возможно, здесь может быть по этой карте. То есть здесь какая-то помощь или финансовая что-то такое, поддержка. Но вот что именно? Тут я спросила, они говорят, ну, типа, пусть будет сюрприз. Тут неизвестно, что. Говорит, не думай об этом, просто мечтай, мечтай, жди и отдыхай, как бы вот, ну, не заморачивайся, что-то он отправит или не отправит. Я просто хотела спросить, им какой-то подарок сделает или финансово, может, как-то будет помогать, но в ближайшее время. Тут не показывает. Говорит, мечтай, говорит, и отдыхай, жди, отдыхай и мечтай. Когда говорят мечтай, это может быть, это не значит, что типа, ага, мечтай, мечтай, ничего не будет. Нет, это значит мечтайте, что это как будто и будет, и не будет. Тут лучше мечтай, чем не мечтай. Надежда есть, да. Может что-то неожиданное вам сказать, какую-то новость, неожиданно какая-то новость может произойти. Когда же он приедет? Тут, ну, тут есть, что он приедет. Тут неожиданно как-то резко какая-то информация может прийти. Он может приехать, свидание у вас будет, куда-то пойдете отдыхать. Но он недоволен, что это нелегко сделать. Но будет классно, когда он появится. Как будто это нелегко. Да, Александр, да, да. Я хотела спросить, что он еще хотел бы вам сказать, но он хотел бы сказать, что видите, что расстояние его уже убивает. Ну, то есть ему, видите, ему уже очень тяжело переносить расстояние, переносить разлуку. Для него это очень тяжело. Здесь как будто последний уже момент. Вот, да, уже скоро это закончится. Как будто уже так настолько надоело, уже и устал, и так больно, и не хватает, что уже все, он уже будет уходить от этого, да, будет уже приезжать, будет уже искать способы, как приехать. Уже надоело ему вот это все тянуть и ждать. Он уже вот в ближайшее время захочет приехать. С чувствами, с любовью, много чего вам рассказать хочет.
как мне тяжело без тебя, я столько хочу тебе сказать, здесь как-то вот так вот, вот, хочу видеть тебя рядом, да, вот, и, ну, как-то вот здесь так, много нежных слов. Он не хочет вас обнадеживать, не хочет вам говорить там неправду какую-то, да, или что-то, он хочет, чтобы все получилось. Он хочет быть честным, хочет, даже если вот где-то что-то закрыто, не получается, он хочет все решить сам, самостоятельно. Вас впутывать не будет, он сам будет решать. Он хочет вот эти все какие-то закрытые двери, если там что-то не получается, он говорит, я сам все решу. Видите, он говорит, я это не будет вас напрягать, не будет. Он хотел бы начать новый этап с вами, да. Это, может быть, видите, время с вами хотел бы провести. Новый этап, на новый уровень перейти, отношения перевести на новый уровень. Так, чтобы еще от него как бы могли зависеть. Это он не против, чтобы вы от него зависели. Он создаст вам счастливую семейную жизнь, да, а вы как бы вот, когда уже поженитесь, никуда не денетесь, вы все будете вместе, все будет хорошо. Ну, он счастливую жизнь готов обеспечить, потому что он стабильный, и он хотел бы, чтобы и у вас жизнь была стабильная. У него все четко по расписанию, все тут по полочкам. Вот, по работе и вообще и в жизни он как бы очень серьезный. Если уж он вас выбрал, да, то все. Никому не отдаст, то это его выбор, и он своим выбором гордится. Вами он гордится. Ценит он это очень. Ну, не легкомысленный, серьезно он относится. Вот. Прям у вас уже это как такой момент, когда так тяжело, что уже тяжелее некуда. Как-то вот так вот. Ответственный, да, очень классно, да, для семейной жизни, но вообще все готов взять на себя. Подожди, говорит, еще немного, я, говорит, работаю. Подожди, говорит, еще чуть-чуть. Я, говорит, работаю, я работаю, мне работа, говорит, завались, говорит, завалом просто, завалом. Работает день и ночь, тяжело, видите, разгребает вот это все. Очень тяжело в работе, говорит, устал. Вот как раз, говорю, устал, и вот он устал. Устал, говорит, уже. Хочу, говорит, видите, он хочет отдохнуть, он хочет к вам, он хочет близости, общения, радости, вот этого уюта, комфорта, уже создать вот эти вот все семейные стабильные отношения, когда вы вместе, когда вы постоянно вместе. Очень устал он, да, как-то там. Да вот, когда же он приедет, спрашиваю. Он говорит, мне что, говорит, разорваться, что ли? Говорит, у меня, говорит, работа там, и приехать, говорит, хочу, и там, говорит, не могу команду оставить. Вот. Да, очень, говорит, хочу уже и отдохнуть, уже все закончить, проект какой-то хочет. Чтобы вот тогда вот он, да, приедет. Он хочет чисто совестью приехать, чтобы закончить уже все, там, расставить все по местам и приехать спокойно. Что бы он еще хотел бы сказать? Он бы хотел бы сказать, что время может играть против вас тоже. Это такое, знаете, удача, она как бы, он просто, как же это, вот он думает об удаче, что вот если пока все идет хорошо, надо этим пользоваться, пользоваться. В работе у него там все так ладится, и вот он думает, что надо пользоваться, это же временно, это как бы, ну, видите, тут как бы замануха такая по дьяволу, мол, давай, давай, вот это сделаем, это сделаем, это сделаем. Но здесь как бы тут двойная такая вот удача. Вроде бы да, вроде бы остальное это на стопе у него, то, что он хочет. Хочет-то он стабильной семейной жизни, хочет жену, детей. Да, вот это дети, счастье хочет семейного. А тут ему давай, давай, тут же все классно у тебя идет, давай, ну все же классно, стабильно. Она тебя не отругает, там, ну, даже если ты приедешь с победой, типа того, если у тебя все получится, там, игра стоит свеч, давай. И вот так, такие вот у него тут. И вот он борется как раз на работе, он тут воюет, отстаивает свое, пытается доказать, что все было правильно там, да.
э, разруливает, короче, все дела. А ему не хватает вас, видите? Когда он о вас думает, у него прям чувства переполняют. Он вас ощущает как ценную такую, очень-очень ценную женщину. Он еще что-то хочет сказать, спросил, он такой, все, он, блин, серьезный, да, такой вот. Очень много думает о вас. Пока там все хорошо идет, он хочет это все сделать. Говорит, не вечно же будет это удача так. Мало ли, надо, пока все хорошо, надо. Подсказку на ваш вопрос посмотрим. Подсказка на этот вопрос. Настройтесь на удачу. Настройтесь на удачу. В общем, этого мужчину стоит подождать. Стоит. Да. Бесценный такой человечек. Вот. Вас тоже благодарю. Спасибо, что пришли на эфир. Давайте еще, знаете, что посмотрим. Вот у нас сколько там человек? 1 или 2? 2 человека. Ну, в общем, кто-то в записи, может быть, посмотрит. Давайте посмотрим вам руны, что скажут. Может, что-то посоветуют, да? Может, что-то вот на ближайшую недельку. Или вообще, ну, что у вас сейчас происходит. Что обратить внимание, может быть, да? Посмотрим. Ой, я как раз, по-моему, ее я сегодня думала, нет? А, нет, другую. Сейчас буду читать, потому что я это не знаю. Тут силы Вселенной. Руна такая выпала, силы Вселенной. Вот такая вот. Блин, тут не видно, слушайте. Я уже так. Ну, в общем, это Азус. Ой, Ансус. Имеет энергетики Меркурия, быстрого и переменчивого. Если в гадании появляется эта руна, вас ожидает изменение. Будьте готовы к неожиданностям. Нужно быть наблюдательным. В ближайшем будущем вы получите знак, который покажет вам путь в правильном направлении. Это позитивная руна для студентов и учащихся, помогает усваивать знания и делает процесс обучения более гладким. Совет вам вот от этой руны: изучайте глубины собственной личности. Мне понравилось, что вы в ближайшем времени получите знак, который покажет вам путь в правильном направлении. Видите, вот, ну как бы вот чуть-чуть видно. Такая вот руна. Ансус. Я их не знаю просто. Я так иногда себе смотрю. Очень редко. Думаю, дай-ка вам посмотрю. Вот такая подсказочка. Давайте посмотрим. Оксана Иванчишна, здравствуйте. Хорошего вам эфира, спасибо. Можно подсказки на всех колодах. Благодарю вас. Да, давайте, Оксана Иванчишна. Потом послание из будущего 10 штучек посмотрим. Для Оксаны Иванчишны подсказка. Проявляйте активность. Нужно сейчас проявлять активность в ближайшее время. Но активность должна быть. Солнышко сейчас выходит потихонечку. Так, смотрим, Оксана Иванчишина. Что бы вам хотелось больше всего? Сделайте это. Доставьте себе удовольствие. Подумайте, что бы вам хотелось больше всего. Прям подумайте. Это может быть какая-то мелочь, это может быть что-то такое, вот, знаете, что-то такое вот незначительное вроде бы. Это легко сделать, вообще легко. Но это доставит вам, ну, удовольствие просто. Что-то такое. Отдых, наслаждение, что-то там. Давайте, Оксана Иванчевна, смотрим. Подсказка. Любите себя. Перестаньте искать причины, по которым вы недостаточно хороши. Любите себя, вам говорят. Поэтому надо себя побаловать, чтобы вы вспомнили, что это, как это. Оксана, смотрим. Ой, это не пипец, это опыт. Как показывает практика, каждый предыдущий пипец какой-то неполный. Лучший учитель в жизни – это опыт. Берет дорого, но объясняет доходчиво. Эх.
Объяснять доходчиво. Иногда не хотелось бы какого-то опыта, да? Когда особенно поешь, то не можешь похудеть. Эти килограммы никуда не хотят уходить. Оксана Ивановна, смотрим послание из будущего. Уделяй сну и отдыху больше времени. Тебе нужно восстановить силы. Ой, вам тут нужно прям позаботиться о себе, побаловать, любить себя, отдыхать, поспать. Даргрейн, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте будем смотреть 10 посланий из будущего. Написать, может быть, 10 посланий. Так. 10 посланий. Благодарю вас за ваш труд. Спасибо, Оксана. Спасибо. Приходите на эфир. 10 посланий из будущего. Вы можете загадывать разные циферки от единички до 10. Можете загадать несколько циферок, если хотите. Там можете подумать о чем-то и загадать позицию, да, будет 10 позиций. Единички. Кто загадал цифру 1? Ой, какие классные. Прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Пушистик какой-то у вас есть. Двоечки. Вторая позиция. Стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Выплевывайте торт. Не надо есть на ночь. Это шутка, конечно. Тройки. Тройки. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся. Больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Четверки. Кто четверки загадал? Так, мысли масштабно. Не бойся мечтать о великом. Возьми блокнот и запиши 100 своих самых смелых желаний. Главное, не ограничивай себя, даже если сейчас тебе кажется, что это невозможно. Смотрите, все возможно. Позвольте себе, разрешите себе. Пятерки. Тебе не нужно чужое одобрение, чтобы делать то, что нравится. Не бойся быть собой. Шестерки. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Вот такое послание. Так, это какой был номер? 6 было. Семерки. Семерки. Ой, семерки, пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись, удели им время. Восьмерки. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Девятки. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни, иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты, сделай что-то необычное для себя. Разнообразить надо что-то, да? Десятки. 10-я позиция у нас. Ты слишком торопишься. Остановись и еще раз все перепроверь. Такие у нас были 10 посланий. 10 посланий из будущего. Так, уберем пока что. Давайте будет теперь общий расклад, да, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Вот, кто-то может в записи посмотреть, кто-то не в записи. 3 позиции будут, быстренько посмотрим. Первая позиция, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Эта неделя будет хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь тратить деньги с умом, зарабатывать. Знаете, грамотно зарабатывать, тратить и копить. Тут как-то все вот так вот, все вместе. Тратить деньги на себя. Здесь очень хорошо вы сможете вложить денежки, если будете тратить на свою красоту, на свою внешность, что-то купить из одежки, там что-то такое вот. Сможете по акциям пройтись, потому что где-то что-то вы сможете купить дешевле. Обращайте внимание на скидки. Где-то сэкономить, то есть сможете где-то заработать, где-то сэкономить. Тут вот так вот будет у вас. Вот. Общение, здесь получение много информации будет у вас. И возможность заработать деньги. Здесь что не надо делать, здесь не надо проявлять сильно такие чувства, как вот... какие же это чувства? Эгоизм не надо проявлять, да, не надо выбалтывать свои планы.
а пить много не стоит. Вот. Что тут еще не нужно? Не нужно скандалить, вот эти вот эмоции проявлять негативные. Негативные эмоции не нужно. Как-то так вот. Держите себя в руках, все нормально, все под контролем. Все будет хорошо. Вы справитесь. Двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? То здесь вот нужно перестать бояться. Здесь очень много мыслей, вы не надумываете лишнего. Если какой-то есть вопрос, вы лучше сразу узнаете информацию, найдите, у кого можно спросить, но не придумывайте, не надумывайте себе ничего, потому что вам будет так тяжело. Здесь очень много мыслей. Разложите свои мысли по полочкам и лишний раз не думайте. Если вы не можете сейчас решить эту задачу, найдите того, кто может, или информацию, но не придумывайте ничего. Поговорите с человеком. Что не нужно делать? Здесь не нужно другому человеку говорить ему правду в лицо, такую грубую, вот, обидную, да, не нужно ссориться, спорить, не нужно говорить, что я так сказала, да, у меня такие правила, типа я там ничего не хочу слышать. То есть не нужно ругаться, спорить ни с кем. Не нужно доказывать свое мнение. Сейчас не время вообще. Сейчас вам нужно успокоиться, разложить все по полочкам, ничего не бояться. И знать, что любую информацию можно найти. Если чего-то не хватает, можно найти, спросить у кого-то. Вот все можно решить. Главное, не сомневайтесь и не бойтесь. Так, третья позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошей? И что не делать, чтобы неделя была хорошей? Что делать, чтобы неделя была... Вообще карта хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь встречаться с друзьями, которых вы знаете давно. Может быть, друзья с детства. Вот, позвоните им, пообщайтесь, потому что здесь будет хорошие эмоции, зарядитесь хорошими, позитивными эмоциями, что-то вспомните такое приятное, хорошее. Можете встретиться с друзьями, где-нибудь в кафешке посидеть, это прям будет вам классно, вот, наполнит вас очень хорошо. Здесь что нужно делать? Здесь нужно коммуницировать с людьми, с теми, кто вам близок, кому вы доверяете. Вот, назначьте встречу, вот хорошо пройдет общение с этими людьми. Вот, куда-нибудь сходите, там, такое что-то, подарите друг другу подарки, сделайте что-то приятное. Вот. Что не нужно делать, а здесь не нужно, здесь как бы и нужно все, не нужно, знаете, слишком сильно эмоционировать, слишком сильно показывать свои эмоции. Вот. Старайтесь контролировать свои эмоции, да, вы показываете там радость, все говорите, рассказываете, да, но здесь не нужно чересчур эмоционировать. И не переключайтесь на плохие эмоции. Концентрируйтесь на хороших. Если какая-то мысль плохая приходит в голову, сразу выкидывайте ее с головы, закрывайтесь от нее и все. Думайте о хорошем, переключайтесь на позитив. Или как-то так, чтобы притягивать позитив, переключайтесь на позитив. Чтобы у вас не тянуло в такое вот непонятное, не затягивало вас. Так что так, посмотрела, тут вроде бы все нормально. Все ответила. Всем все ответила, чего так быстро-то? Кто-то, может, еще зайдет, кому нужны подсказки. Наверное, не все знают еще, да, что у нас сегодня эфир-то. Я же написала и в Ютубе, и в Телеграме. Кто подписан-то знает, поэтому я и говорю. Нажимайте на колокольчик туда сразу. Уведомление придет. Давайте посмотрим общий расклад. Еще, может, кто-то в записи посмотрит. Может быть, кто-то сейчас, да, будет в эфире. Ну, вот. Посмотрим, какие у вас двери открываются в ближайшее время. Возможности, может, какие-то двери, чтобы заметить. Давайте, двери хорошие, которые туда прям не пропустить. Две позиции, может быть, сделать, да, или три. Послание, здравствуйте. Здравствуйте, Сара, да, можно, давайте тогда сначала посмотрим. Послание. Послание, вот на этой смотрю, когда одна подсказка, на этой колоде. Вам нужно наполниться энергией, кстати, что-то вам не хватает энергии. Так, для вас, для Сары. Смотрим. То вот оно как раз, дайте себе отдохнуть. Дайте себе отдохнуть. Такая вот вам подсказочка.
Я прям почувствовала, у вас сил вообще не хватает, у вас вообще энергия куда-то. Вам как бы надо наполниться. Учитесь наполняться, идите туда, где вам нравится. Многие наполняются на природе, например, или при общении с приятными людьми, с которыми вам хорошо, комфортно, вот так вот. Все по-разному, поэтому смотрите, что для вас. Кому ежей, добрый вечер. Подсказку или послание можно. Вера, как вам с Тинькофф донат сбросить? А если там через ссылки не проходит, внизу в описании видео там есть ссылки. Если там не проходит, то напишите мне в Телеграме, я вам дам номер телефона. Можно по номеру телефона же скинуть на карту. Вот. Но у меня там нет Тинькофф, у меня там Сбербанк, вот такой вот, если что. Вот. Кому ежей? Кому ежей? Смотрим. Делайте добрые дела. К вам вернется через другого человека, кстати. Делайте добрые дела. Сейчас у вас вот так вот. Делайте добрые дела. Что-то вам должно прийти, но перед этим вам нужно что-то отдать, поэтому помогайте, и вам придет потом. Не проходят? Не проходят. Сейчас посмотрим. Я вроде их поменяла, они не знают, что делать с этими ссылками. Спасибо большое. Спасибо большое, кому уже и тоже. Да, да, Сара, я вам ответила. Вот они ссылки, они, которые под видео не... Так, я сейчас сама проверю. У меня проходит. У меня эти ссылки работают. Вот. Если что, в Телеграм можете пройти. Там написать. У меня все работает. Я вроде в прошлый раз обновила. Там одна девушка мне сказала, что не перестали работать. Я их делала, и эта девушка сказала, что она пришла на эфир, чтобы я ей вопросик ответила. Что-то ее нет. Вот. Ну, потому что я как бы все подправила. Не знаю, что с этими ссылками. У меня же тут вот эта вот девочка не появляется, которая тут появлялась. Вот. Так что вообще что-то то работает, то не работает эти ссылки. Как-то так. Так, посмотрим. Ой, Сара там что-то, я прям не могу. У Сары не хватает энергии. Мне хочется отдохнуть, зевнуть, отдохнуть и просто очень энергии надо наполниться где-то. Может быть, рядом с водой. Так, сейчас посмотрим, какие двери открываются в ближайшее время. Давайте посмотрим. 3 позиции, общий расклад. Кому нужны подсказки, пишите подсказка или подсказки, да, я пока буду смотреть. Общий расклад, да. Какие двери открываются в ближайшее время? Первая позиция. Будет 3 позиции. 1, 2, 3. Первая позиция. Первая позиция. Ой, какие двери открываются. Ну, скоро будет у вас встреча с каким-то человеком, которому вы очень доверяете. Прям вот полностью доверяете. Это как ваш такой очень близкий друг, который, знаете, и вас видел уже, какая вы есть, знает, и сам тоже открылся перед вами, какой есть, да, вот он как, ну, вот может быть собой в вашем присутствии. Вот, какой-то вы можете встретить друга с прошлого неожиданно, может человек приехать, который вам очень сильно дорог, вы там встретитесь, да, отметите что-то. Видите, даже можете подарками обменяться, что-то такое вот. Вот, приятное общение будет, приятный человек в вашей жизни появится. Вот. Или просто можете, знаете, встретить человека такого, который будет похож на кого-то из прошлого, на кого-то из ваших близких друзей. То есть вы его встретите, и вам будет очень-очень комфортно с ним. Что такое может быть? Вторая позиция, да, у вас какая дверь открывается. Так, здесь, здесь у вас говорят о том, что если вы куда-то хотите, но у вас что-то не получается, видите, дверь закрыта, у вас дверь не открывается пока что. То есть, а туда, куда вы ломитесь, хотите, это не ваша дверь. Там вас не ждут, там вас как бы не замечают. Вот, поэтому там, куда вы хотите, вам не надо. Сейчас дверь не будет открываться, сейчас, скорее всего, надо будет
уделить время самообразованию, вот так вот, вложиться в себя, внешность там, да, изучение языков, там, да, что-то такое вот, убрать свой дом, там, да, перебрать вещи на себя, внимание на себя. Куда-то хотите, вам говорят, ну, еще рано туда, вам не надо, или, может быть, вообще вам не туда, как бы вот. Поэтому говорят, не тратьте время, если что-то не получается, не идет легко, да, то значит вам туда не надо. Строчки. Так, у вас какая дверь открывается? Но здесь какая-то встреча, романтика. Здесь может даже появиться новый ухажер. Человек, которому вы будете очень нравиться. Такой вот он любвеобильный, харизматичный, такой, знаете, немножко легкомысленный такой. Вот, но он хороший юмор, язык хорошо подвешен, может много болтать. Вот поболтать, провести с ним время, пофлиртовать, вот так вот можете. Для свидания, может быть, еще. Вот. Или куда-то можете поехать. Знаете, приятная такая поездка может быть. Вам понравится. Вот здесь так вот. Сейчас я посмотрю. Там отправили мне вопросик. Переключаться просто надо. Сейчас я тут переключусь, посмотрю, донаты есть или нет, чтобы мне точно знать. Угу. Сейчас буду отвечать донат. Кому нужно будет подсказки, можете написать подсказка или подсказки или подсказка. Там посмотрите, что вам нужно больше. Если подсказка, пишите подсказка в комментариях. Будет вам подсказка. Так, смотрим. Донат пришел от Светланы, да? Донат пока не пришел, вроде бы. Не знаю, надо смотреть. Мне надо выходить, чтобы что-то увидеть. Его мысли о вас. Мне нравится второй ваш вопрос. Светик, да, я вижу ваши вопросы. Мне ваш вопрос второй очень нравится. Я не знаю почему, но мне очень нравится. Вот, да, вы все перевели. Да, я увидела. Сейчас посмотрим. Так, сначала первый вопрос. Первый вопрос, да, его мысли о вас. Так, ну вот, перевернулась карта. Его мысли. Ой, какие мысли, сомнения. Ой, он, знаете, мысли о вас, что вы ему нравитесь, вы такая, знаете, таинственная, загадочная, вот как луна на небе, да, она такая красивая, манит, она далеко, да, что с ней делать неизвестно, да, вот как бы если вот дотянуться, там, ну что там с ней, но она загадочная, то есть у вас какая-то таинственность, загадочность, что-то такое неизвестное, и к вам очень сильно тянет, но еще и страшно. То есть, а что будет, если он дотянется? А вот как будут ваши там отношения, ваше общение? А что дальше? Сегодня вот такое вот. Ну, выпала такая карта. Вот. Если бы он не боялся вот этого всего, это же как тоже для него проверка такая. Пойдет, не пойдет, он возьмет ответственность, нет. Его мысли о вас. Ну вот видите, опять он думает. Он видит, что вы достойная женщина, что с вами нужно создавать серьезные отношения. То есть с вами не пройдет так, что вот погуляли, расстались, потом опять встретились, расстались, вот так вот. Ну, как бы несерьезные отношения нет. Он вас видит как женщину, с которой нужно создавать серьезные отношения. Ну, иначе это ерунда какая-то. И вот он постоянно об этом думает, но он не может принять решение. Он в нерешительности, он думает об этом очень много. Какое он примет решение? Будет дальше о вас мечтать. Здесь как будто он так и не примет решение. Он будет, возможно, он будет ревновать, может что-то вам такое сказать непонятное, в итоге ничего не ясно. Как-то вот здесь так вот. Будет много о вас мечтать. Он много чего хотел бы вам сказать, скажет, не скажет. Неожиданно можете как-то даже, знаете, поругаться, что-то такое, потому что такая карта выпадает. Вот тут вот неожиданно может что-то такое произойти в разговоре, да. Общались, потом бац, что-то не понравилось, приревновал, что-то еще, ну вот.
Ты меня не любишь, да? Ну, что-то такое, видите, подумай, что вы его обманываете. Он как будто перекладывает, но у него какая-то он перекладывает вот эту свой опыт какой-то негативный. Вот с кем-то пообщался, что-то ему там не пошло, и он думает, что вот с другой тоже так же будет, и с другой. Он на всех перекладывает этот негативный свой опыт, видите? Как будто его обманывают, его хотят обмануть, им хотят воспользоваться. Вот он вот, если будет так думать, то им так и будут пользоваться. Видите, он весь, то есть с ним кашу не сваришь, видите? Ему надо в себе разобраться. Да, ему же нужно научиться жить по-новому. То есть то, что было в старом, ну, оставь ты в старом. Не все такие люди. Мир огромный, мир просто огромный. Ему нужно общаться с людьми и доверять людям, миру доверять. То есть, а он сам себя обманывает, он всего боится. И вот так же будут с ним, так же и будут попадаться ему такие люди, пока он не поймет этого. Пока он это не поймет. Он хотел бы стабильности, но все-таки он хотел бы в то же время свободных отношений. Где не нужно бороться, где не нужно. То есть, блин, нет, он как-то, он хотел бы несерьезных отношений, потому что стабильность он не потянет. Пока что. Он бы не хотел вас завоевывать, не хотел бы ни с кем бороться. Он хотел бы вот такого легкого общения, времяпрепровождения, как бы вот. Но хочет показать себя стабильным, что он стабильный, надежный. Какая-то женщина ему тут что-то все это обломала. Он был с такими чувствами, открыт, с любовью, да, она ему опа, и все. И вот он теперь думает, что все такие. Но он хотел бы отношений, так-то он хотел бы серьезных отношений. Он хотел бы отношений, чтобы перевести их на уровень официальных. Он бы хотел и жену, там, и ребенка хотел бы. Но сейчас к этому как будто не готов. Он много думает. Он не хочет жертвовать своим временем, чем-то таким, знаете, уйти на уступки. Он сейчас легкости хочет. У него какой-то период сейчас, он не уверен. Не знаю, у вас тут выбор. Можете идти в новое, можете нет. А вы не знаете. Но если будете общаться вот с ним, да, то здесь будет все время будет нестабильно, не будет уверенности, если будете с ним общаться. Да, может быть близость, может, знаете, быть, знаете, когда вместе классно, не оторваться, прям вообще классно, хорошо, но нет уверенности, нет стабильности. То есть встретились, расстались, да, вместе классное время провели, но будущего нету, как будто здесь стабильности нету. И вы, возможно, захотите уйти от этого, вот от этой неизвестности. Вы можете кайфануть, да, какое-то время, да, а потом сказать вот, ну, типа, мне эта неизвестность уже вот тут вот сидит, как говорят, а я пошла. Ну, как бы, с тобой хорошо, да, ну, как-то вот, ну, хочется другого. Вы даже можете на какое-то время перестать вообще общаться, чтобы разобраться в себе. Вы можете уйти в себя глубоко-глубоко, не говорить ни с кем, не общаться, чтобы подумать на какое-то время. Потом вы восстановитесь, поймете, чего вам надо, да, и вы тут уже будете готовы для флирта. Но уже при флирте вы уже будете отстаивать свои интересы и будете держаться подальше от таких мужчин. Видите, вы будете отстаивать свои интересы, говорить то, что я хочу только так. И если кто-то там будет вам обещать, что когда-нибудь я разведусь со своей женой, или в будущем мы обязательно поженимся, лапшу на уши вам будет вешать, там сказки рассказывать, вот звезда, я тебе дарю звезду с неба,
То есть вы ему скажете, а тогда это как бы иди, знаешь, мне некогда с тобой, все, закройтесь от него, заблокируйте, скажете, а нам не по пути, вот. Вам нужны отношения, которые приведут к семейным, которые могут привести, да, ну, по крайней мере, ладно, если вы не захотите, они не приведут, но если вы захотите, вам нужны такие отношения, как там, где вас любят, и которые, ну, то есть очень даже вероятно приведут к стабильным отношениям, то есть чтобы отношения были серьезного характера, чтобы вы видели, что человек настроен серьезно, вот, на будущее, что любовь может перерасти в стабильную большую семью. Я спрашиваю: "Что с ним делать?" Карты такие: "Ну, что делать?" Ну, вы решаете сами, что с ним делать, вот по первому вопросу, да, про этого мужчину. Но вот карты говорят, вот неожиданно, это может просто случиться неожиданно, что вам может неожиданно все надоесть, и вы можете поссориться и поругаться. Просто резко. Там выпадало такое, что может быть такое. Кто-то будет раздражен, будет последней каплей или что-то такое может случиться, да. Вы можете неожиданно просто сказать то, что не хочу этого, не хочу больше так, не хочу тут. То есть здесь как будто нету, вам нужна свобода. Вам не нужно ждать вашего мужчину. Когда ваш мужчина, он будет рядом, он будет везде просто с вами, он будет вас и глазами искать, и будет рядом стараться находиться. Когда мужчина влюблен, он хочет находиться рядом, он хочет вас видеть постоянно, он хочет как можно ближе к вам находиться, еще ближе, еще, чтобы прям вот рядышком сидеть. Вот, так что когда вот, ну вот и вам это надо. И если вы сомневаетесь насчет мужчины, да, то лучше, ну, я даже не знаю, если ваш мужчина, то там нет сомнений. Там есть просто кайф и наслаждение, когда вы просто время вместе проводите. Когда ваш мужчина, не возникает такого вопроса, надо вам это или нет. Да, как бы что-то как-то, вот если есть сомнения, вот я уже на собственном опыте знаю, что если вы даже уже знаете, когда вы встречаете мужчину, там, и, там, парни, если девчонку встречают, там, да, девушку, если, ну, женщину, мужчину, вы уже видите этого человека, в течение 10 минут вы с ним пообщались, это даже много. Ну, в общем, вы уже чувствуете, вы внутренне ощущаете, приятно вам с ним или нет, есть ли какие-то сомнения или нет. У вас как бы внутренняя ваша интуиция уже предупреждает, и вы уже можете предугадать, чем дело может закончиться. То есть вы можете вот представить, вы можете вообще представить себя с этим человеком в будущем. Счастливое ваше будущее можете представить легко просто, что вы там-то так и так, то прям реально. Или нет, да, вот, ну это потренируйтесь просто, когда вы общаетесь с людьми, прислушайтесь, это интуиция ваша, ее просто надо разработать, и, ну просто, может быть, прислушиваться надо почаще, чтобы понимать, быстрее, чтобы схватывать. С любыми людьми, когда вы общаетесь, вы уже в первые минуты, когда при общении, вы уже знаете. И когда вы общаетесь с человеком, вы уже понимаете, что он вам может предложить, кем он работает, какие у него планы на будущее, как он видит свою жизнь в будущем, как он видит свою семейную жизнь. Потому что некоторые могут сказать, ты должна готовить борщ мне каждый день, ты должна стирать, ты должна гладить. И вы что хотите, такое будущее? И ведь это вы еще даже не замужем. Ну, я имею в виду, то есть при общении все становится понятно. Если человек общается с кем-то некорректно, да, повышает голос там на своих родителей, на каких-то других людей, там, на там, человека, который в гардеробе вещи берет, там, на охранника, да, то имейте в виду, что потом он также будет и на вас кричать. Даже если набернется к вам, и будет уси-пуси там с вами, вам потом еще знаете, как прилетит. Поэтому вы это чувствуете, вы это видите, вы это просто не хотите замечать. Иногда просто люди закрывают на это глаза и думают, ну может быть, ну как, ну вот, ну могло бы же быть там все так и так. Нужно не тратить свое время, жизнь слишком коротка просто. И кайфануть от того, что вы любите, потому что, ну, некоторые хотят семейной жизни, но если будут вас ограничивать, какая семейная жизнь? Вы будете жить его жизнью, и все, ваша жизнь закончится. Нафига вам это надо? Поэтому нужен партнер, который вас понимает, который вас поддерживает, с которым вы идете вместе просто вперед. Он вас поддерживает, вы его, и тогда у вас вообще все будет классно. Поэтому, ну, если есть сомнения, лучше но общайтесь дальше, выбирайте. Вы же сейчас свободны, вы можете выбирать.
Они, думаете, не выбирают, что ли? Я вот недавно смотрела тоже, как один тоже говорит, я, говорит, выбираю там, подожди, говорит, там, э, клеился там, в общем, мужчина один к женщине. А она такая, ты что, говорит, ко мне свататься, что ли, собрался? Подожди, говорит, не настаивай, не наседай. Я, говорит, выбираю между тобой и вот ей, да. И потом говорит, ну ты, говорит, вышла в финал. Ну, короче, там приколы такие, то, что мужчины, они тоже же думают, они тоже выбирают. Когда вы свободны, когда вы еще не замужем, вы можете выбирать. Поэтому обращайте внимание на все просто, как он к вам относится, как он с вами разговаривает, и, ну, блин, на все. Вы сами себя не обманете, ваша интуиция. Только если вы захотите быть обмануты, то вы сами себя можете уговорить, но это не надо. Второй вопрос давать. Нет, первый вопрос мы еще не посмотрели, это подсказка. Вот. Подсказка. Первый вопрос для Светланы. Подсказка на первый вопрос. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Даже такие подсказки вам говорят. Ну, как бы, ну, там, что будет, то будет. Последний крик утопающего может быть такой, что выходи за меня, разве ты меня не любишь, а ты меня любишь. Ну, вот такой, вы знаете, последний такой крик. Последнее, чем вас можно подцепить. Готовьтесь, проверки будут. Ну, могут быть, может, и нормально все будет. Второй вопрос для Светланы. Смотрим. Айдана, здравствуйте. Вспоминает ли он о вас? Я не знаю, я вопрос это смотрю за донаты. Айдана, если вам нужна подсказка, напишите просто подсказка и переложите на свой вопрос. Может быть, это вам поможет. А сейчас и для Светика смотрю. Светик. Так, вот. Мне второй вопрос вроде сразу понравился, а что-то мы про первый тут много так смотрели. Так, второй. Угу. Я просто представляю, как это классно. Сейчас у вас такой период очень классный. Подождите, говорит, подойдет ли он знакомиться, новый ваш мужчина? Тут говорят, тут подождите, может подойти с вопросом о работе. Может быть, это по работе, я не знаю, где он у вас на работе или нет, но здесь может быть подойдет обсудить какой-то рабочий вопрос. Повод найдет по работе. То есть будет общение, подойдет, но немножко попозже. Здесь говорят, вот карта ожидания, вот это, говорит, подожди, он придет, и может быть вопрос какой-то по работе. Вот тема, которая будет самая первая, которая вас как-то сблизит, надо же что-то такое спросить, вот, и чтобы сразу не напрямую, да, вот что-то по работе можно спросить. Вот, какие-то рабочие моменты. Ну, и просто можете начать разговор о теме работы, как-то вот не знаю как это зацепиться так по работе. Вроде бы он свободен, и при том, что он свободен для отношений, для романтических и все такое, но здесь не показывает, что тут у него есть. Говорит, уже долгое время он один. Ну, мне кажется, он симпатичный, который про него говорить. Как он может быть один? Долгое время один. Вот. Сейчас он готов ко встрече. Да, он уже готов, он готов к новым отношениям, готов к общению, просто общаться готов уже. Да, он принял решение, видите, принял решение, что хватит уже закрываться. Он был какое-то время один, теперь он готов общаться, теперь он готов открываться. Вот, и, в общем, ну, видите, он уже не закрывается. Вот это вот было в прошлом, он был закрыт, теперь он готов открыться. Он свободен, показывает. Замужем, ой, женат не был. Здесь нету ничего такого, что вот он этот женат или там не свободен, кто-то у него есть, что-то не показывает. Постоянный. Да нет, он свободный. Женщин не показывает. Свободный, просто свободный.
У нее, возможно, были какие-то отношения, которые его очень сильно ограничивали. Поэтому тут будьте аккуратны. А вы так и общайтесь с ним. Вот он зайдет, видимо, на тему работы. И здесь как с ним общаться? Здесь продолжайте общаться на тему работы. Вместе кофе попить, работу обсудить и перейти на что-то такое. Планы на сейчас, на будущее, чем интересуешься, какие твои интересы. Вот такие вот обычные жизненные такие вот темы, которые вот стабильные вот у нас в жизни, как сказать, земные такие темы, вот обыденное что-то такое обсудить. Куда ты ходишь на тренировку, ты ходишь туда в спортзал, я тоже хожу, что-то такое, вот, знаешь, обыденное, что происходит вот вокруг. По работе что-то обсудить, вот именно рабочие моменты, рабочие, житейские и, вот, и рутинные, когда каждый день что происходит, где происходит, что нравится, что не нравится. Вот, как-то так вот тут потихоньку. Я спросила, серьезные отношения. Он настроен, ну, он будет строить серьезные отношения. Настроен будет медленно, но серьезно двигаться. Он будет настроен на отношения серьезные. То есть он присматривается и с теми мыслями, чтобы построить серьезные отношения, что не так вот просто встретились, разбежались. С возможностью построить серьезное. Но будет долго будет. Будет, наверное, долго все-таки собираться. Он будет долго как будто наблюдать. Медленно может развиваться отношения, медленно. Потому что, знаете, он как будто вас не знает. Вы для него тайна, там закрытая книга, да, то есть он не знает. Трудно будет узнать это все для него. Он думает, если в лоб спрашиваю, могу получить по шапке. То есть не пойдет, будет присматриваться, приглядываться, наблюдать, что вам нравится, какая вы, какое у вас настроение, что вы любите. То есть, ну так вот присматриваться, как вы реагируете на какие-то вещи. Здесь вот так вот. В лоб не буду спрашивать, ну, подумать, не-не-не-не. Вы можете как-то вот уйти от ответа, и неудобно это, и некорректно, нет. Через какое-то время потом возьмет инициативу на себя. Сначала медленно-медленно будет развиваться, а потом может взять инициативу на себя, потому что, знаете, как будто чем больше он вас будет узнавать, тем ему будет хотеться еще больше с вами быть, еще больше вас узнать, еще больше вас хотеться будет. Как будто вы поможете ему наполниться. Вот то, что вы рядом, вы его будете наполнять эмоциями приятными, положительными. Классно с вами будет. То есть пока сомнения, да, даже не сомнения у него, а как незнание информации о вас. Вот так. Поэтому он пока не знает, как с вами общаться, как вы отреагируете. Поэтому рабочие темы, скорее всего, какие-то. Или что-то такое, не знаю, или может быть поможет, не знаю, какие-то такие обычные житейские темы. Как вот обычная жизнь, то ли чем-то поможет, то ли вы чем-то можете ему помочь, то ли он чем-то поможет. Будет присматриваться и в моменте может если вам нужна будет помощь, он вам может помочь, как-то оказаться рядом. Такой вот. Стабильненький такой. Ну, так, сейчас посмотрим еще. Отношения могут быть между вами, да. Но здесь еще какое-то время тут... Нет, нет. Кафе работает. Ну вот, может быть, он спросит, вы тут недалеко работаете, ну что-то тема работы. Вы где-то тут недалеко работаете, там, да, приходите, я вам буду скидку делать. Ну, может, не знаю, по теме работы как будто начнется. Какие-то рабочие моменты. И про жизнь пойдет такой вот.
Кому что нравится, кто что любит. Обычные такие разговоры. Всё. Не показывают. В общем, тут какие отношения могут быть, еще неизвестно. Они как могут быть, так и не могут быть. Отношения могут быть, знаете, тут не показывают. Это показывает другое. Что-то не показывает про него, чтобы еще что-то посмотреть. Хотела я спросить, какие отношения между вами могут быть. Но там не показывает пока. Настроен он может быть серьезно, а вот могут ли быть с ним отношения? Не показывает. Вторая колода тоже не показывает. Не показывает, могут ли быть отношения со вторым человеком. То есть это все хорошо, да, там то, что показывала, но на самом деле могут ли быть, к чему приведут, то есть вот в итоге-то что будет, не показывает. Но вы можете общаться и выбирать. Это ваше же дело. Вы же не замужем. Можете общаться, выбирать. Как было такое, что мужчина ухаживал за женщиной, как ухаживал, просто встречались, решили расстаться, что-то там, какая-то причина ерундовая. Она пошла на свидание с его другом, ну, не то что другом, знакомым, там, где вот они там по работе где-то встречались, общались. Тот, как узнал, что она на свидание пошла, пришел прям к ним на свидание, говорит ей, типа, ты станешь моей девушкой? Прям на свидание. И все, она тоже передумала. То есть главное, чтобы мужчина был решительный и понял, что он вас теряет. Если мужчина понял, что он вас теряет и хочет вам реально что-то предложить, это одно. А если он, ну, бывает такое, что он понял, что вас теряет, но предлагает вам только для того, чтобы вас удержать, это другое. Поэтому тут надо смотреть. Просто вот там девушка была влюблена в этого, но во второго нет, поэтому реакция получилась хорошей. Ну, стабильно, ну, может, да, тут стабильные отношения какие-то. Тут не показывает, что здесь со вторым молодым человеком могут быть честные отношения, вы можете общаться открыто, кто что может предложить, кто чего хочет. Тут, знаете, как будто не будет никто скрывать, будут видеть, вы будете видеть друг у друга недостатки и достоинства. То есть вы будете, вот вы видите недостатки этого человека, и ну, вы их принимаете, как бы, ну, вот он такой, и вот он тоже будет видеть, ну, она такая вот, то есть все. И общаться, вам будет комфортно. Здесь комфортно. Но к чему это приведет, не показывают. Головная боль. Это, ну, то есть это могут быть временные отношения, чему-то обучающие. То, что не все красивые мужчины, которые говорят о любви, действительно могут вам ее предложить. То есть здесь нужно, смотрите, с этим человеком, со вторым, здесь как будто, здесь может быть красивые отношения, но как будто он вам не может не дать то, что обещает. Тут надо как с ним устраивать отношения. Понятно. Присматривайтесь лучше, присматривайтесь. Смотрите, чтобы он вам не смог разбить сердце к любому человеку, который будет в вашей жизни. Хоть к первому, хоть ко второму, хоть к новому, может еще кто-то будет. То есть присматривайтесь, потому что человек может не оправдать ваших ожиданий. Вы можете его видеть одного, а он на самом деле другой. Тут не рассказывают про второго. Там говорят, что может от него болеть голова, говорит. Вот. То есть это может быть на какое-то время на общение, чтобы вы поняли, как люди общаются, какие бывают мужчины. Вы будете, знаете, видеть недостатки и достоинства, поэтому вы поймете, нужно ли вам дальше продолжать общение или нет. Здесь как-то так вот. Он вас чему-то научит. Продолжайте общаться, он вас чему-то научит, чтобы вы могли идти дальше. Кто-то разрушит. Вы поймете, как вы не хотите. Вообще, чтобы было с кем что сравнить, ну просто общайтесь. Просто общайтесь.
Смотрите, первый у вас человек, он такой нерешительный, да, но он как будто стабильно нерешительный. А второй, он такой, знаете, он может показывать одно, а на самом деле он такой пожестче немножко, чем он показывает себя. То есть более такой, знаете, авторитарный, что ли, который захочет вами руководить, который захочет вас чему-то научить. Ну, здесь просто говорит, ну, здесь обмен опыта происходит. Здесь обмен опыта, обмен информацией. Вы друг друга учите. Тут как будто вот так вот. Да в мае может даже и осмелиться. Может даже в мае и проговорит. Да, у него возникнет сильное желание. Сильное желание у него возникнет. Будет вас не хватать. Не ходите каждый день, пропускайте какой-то день. Если вы будете ходить каждый день, ничего не получится. Он будет чувствовать, что вы им заинтересовались. А вот вы ходите, потом не ходите. Не ходите, и он такой сразу, опа, а где? А где? То есть каждый день не ходите туда. Ну, день не походите, потом посмотрите, что будет. 4 дня не проходите, 5 дней. Ну, то есть сами смотрите. Да, главное не каждый день. Может, когда вы начнете общаться, знаете, ну, вообще с другими людьми, с другими мужчинами, может быть, просто общаться, ничего такого серьезного пока что, да, то и первый мужчина не захочет вас отпускать. Такое возможно здесь. Подтолкнет его, чтобы вас удержать, чтобы сохранить. Вот. Может. Но только, естественно, когда вы не будете там уже встречаться с другим, а когда вы просто это как бы, ну, общение, флирт, когда вот на расстоянии это все происходит. Первый может, да, прийти обратно. Но второй мужчина как будто на время это отношение. Для обучения. Ну, тут вот так, что-то тут как-то больше это и не показывают, говорит. Вы чего-то не видите, говорит еще здесь. Не знаю, чего-то не замечаете как будто. Подождите, говорит, будет семья классная у вас, но, говорит, подождите, что нужно подождать. Какой-то новый человек, у вас будет предложение о серьезных отношениях. Может быть, даже тот, который есть человек, предложит вам. Ну, тут как будто вы его отпустите, пойдете дальше, и он такой, а что это, я хочу обратно. Может вернуться первый, да. Когда вы тут начнете общаться, легче станете. Он, может быть, чувствует вашу энергию, что вы от него что-то ждете, и когда вам станет легче, ничего не будете от него ожидать, он захочет вас удержать. Такой может здесь быть такой вариант. По второму вопросу, подсказка по второму. Делайте все радостно и легко. Радостно и легко. Главное, не думайте, что там сразу не накладывайте на него каких-то обязательств, ожиданий. Как-то надо легче общаться. Вот.
как будто второй не сможет вам дать то, что он хотел бы вам дать. То есть он вам что-то будет хотеть дать, стабильность какую-то, да, надежность, но как будто у него нет этой возможности, чтобы это вам дать. Но это хочет, он, хотеться-то может, а вот возможность, может ли он это вам дать, как будто у него нет такой возможности. Ну вот, посмотрели. Тут надо смотреть. Да, вы можете выбрать первого. В общем, посмотрите, как будет развиваться. Главное, себе ни в чем не отказывайте. Вы свободная, вот, вы можете выбирать, поэтому присматривайтесь. А как уж они там свои проработки прорабатывают, пусть прорабатывают, не переживайте за них. Вы должны своей жизнью жить. У них пусть они там прорабатываются, скучают, там, не знаю, ревнуют сами, как хотят. В общем, а вы живите свою жизнь, не подстраивайтесь. Вот, вас тоже благодарю. Просто если вы сделаете выбор за мужчину, да, он так и будет нерешительным всю жизнь. А если он сам примет это решение, то есть когда вы его отпустите, там, ну, скажете, ну ладно, как бы, ну, не будете давить, он сам примет, если решение, то это будет уже его решение, он будет чувствовать, что да, это он сам принял, и он не будет потом колебаться. Ну, а если он под давлением примет решение, он будет колебаться. Всегда потом будет колебаться. Потому что это как будто не его решение было. Поэтому надо давать им вот это время, мужчинам всем при том. У всех такое есть, на подумать. Иногда нам хочется быстрее это все, как будто мы уже знаем ответ. Может быть, мы и знаем ответ, но нужно дать мужчинам возможность принять решение самостоятельно. Даже если, вот, знаете, дать ему эту возможность. Даже если вы уже приняли решение за него, да, там что-то там это, и он тоже знает, уже хочет с вами согласиться, но дайте ему время, чтобы он сам это принял решение, не под давлением. Так лучше будет, он будет вам более благодарен. Любой мужчина, это любого касается, там и сына, отец, и брат, любой мужчина, там, коллега. Любому человеку давайте возможность принять решение самостоятельно. Вот. Можете высказать свое мнение, что вы чувствуете, да, но как бы учитывайте его тоже мнение. Понятно. Ну, смотрите, если бы вот, смотрите, если вы в дружеских отношениях, просто не надо давить друг на друга с темой там, давай будем жить вместе всегда, поженимся, там, умрем в один день, да. Не надо накладывать друг на друга какие-то такие отношения. Вы просто со стороны подумайте, вот как вам с ним общаться. Если вам нравится он как человек, да, если у вас есть желание поздравить его, то есть если это не манипуляция какая-то, просто хотите поздравить, поздравьте без задних мыслей. Там, да, не хотите, ну не поздравляйте, ну не было настроения, там, не хочу поздравлять, например, да, вот, здесь как-то так. Или просто смс-ку написать. Поздравляю, как бы еще. Ну, как бы, ну, такую вот. Не звонить, например, если вы не хотите. Тут что больше вам нравится, что больше вы внутренне хотите. Потому что сейчас вы опять, получается, будете делать так, как нужно, и вы пойдете против себя, а это нехорошо. Это вообще свои вибрации понизите, и все. Тут надо против себя не идите. Хотите, вы в хорошем настроении. Раз там поздравили, раз там вот. Не хотите, не поздравляйте. Не хочу там, например, ну не хочу. Тут как вы чувствуете. Вот. Если не хотите звонить, чтобы поздравлять, можете не звонить, можете просто смс-ку написать. Поздравляю с днем рождения, там, все было хорошо. Вот. Ну, я думаю, вы напишите. Вы поздравите, вы, возможно, не хотите. Вы еще не знаете, но еще у вас есть время принять решение, будете писать или нет. Это вы сами еще пока. Если не хотите, то не нужно. Знаете, если вот, например, вы не хотите, если вы понимаете, что человек неправильно вас может понять, или вы не хотите возвращать этого человека, то нужно свести общение к минимуму. Вот. То есть, если вы не хотите
идти первой, ну вот как-то навстречу. Ну, тут зависит от много чего. Не хотите, не надо, я так думаю. И вы против себя, только потом будете себя хуже чувствовать, зачем я это сделала, потом расхлебывать будете еще последствия. То есть делайте так, как считаете нужным. А если вы не поздравите, человек спросит, ну просто не захотелось, у меня настроение было плохое, как я тебя поздравлю там, да, с плохим настроением? Ну, зачем? Вот как. То есть как есть, так и говорите. Говорите о своих чувствах. Не говорите, что вот ты такой сякой, ты меня обидел, да ты там такой, там пип-пип-пип, да, такое что-нибудь. Не нужно, просто скажите о своих чувствах. Я себя плохо чувствовала, у меня вообще плохое настроение было, мне кого-то поздравлять вообще как-то не хотелось, поэтому захотелось там уделить себе внимание. Вот и не поздравила. Ну, ничего, не хочу и все. Вот. Просто о своих чувствах говорите. Мужчины так лучше поймут вас, если вы будете говорить о своих чувствах. Если вы не будете их оставлять, чтобы они там догадки какие-то строили, да, не договаривать или там каким-то кружным путем обходить. Они как есть, так и понимают. Говорите им о своих чувствах. Они вас так лучше будут понимать. Они поймут, что вы устали на тот момент, поэтому, например, там разозлились или что-то. Вот если скажете, что там, прости, я устала, там, они поймут так лучше. Вот, чем когда вы будете там вот что-то манипулировать как-то женскими штучками, они не поймут, что вам надо-то. Ну вот, так что это женщины могут интуицию включить там, да, они там и по взгляду, и по жесту, и уже наперед все знают. Вот, а мужчины-то надо им вот как есть, так и сказать. Им так легче. Вас понять будет легче. Потому что они понимают, если вы обиделись, если вам больно, если вы устали. Но когда они не знают, что в голове у женщины, им тяжело. Они сделают, как вы хотите, но только скажите, что надо, что с вами происходит. Так намного легче. Вот. Но если вы говорите, а он вообще никак не реагирует или делает наоборот, то значит он не хочет, не ценит ваши отношения просто и все. Ну, эгоист, эгоист, эгоист. Есть такие тоже. Вот, так что так. Разные есть. Кому нужны подсказки, пишите подсказка. В комментариях подсказка или подсказки. Ну, пишите подсказка одна. Значит, долго смотреть все. Вот. Еще что-нибудь глянем, может быть. Что-нибудь еще можем глянуть. Так, тут еще полно всего. Я следующий донатик посмотрю. Угу. У меня тут просто, если вы его не поздравите с днем рождения, смотрите, что он подумает. Да, здравствуйте. Можете, отправляйте вопросы, если хотите. Просто напишите, что вы мне отправили, ладно, чтобы я могла посмотреть. Да, вот. У нас, кстати, вот кто мне сейчас пишет в Телеграме, у нас эфир же завтра я отменила, эфир сегодня. Так, смотрим, Светлане, я тут это хочу сказать. Если не поздравите с днем рождения вот этого вашего мужчину, которого вы спрашиваете, самое первое, что пришло здесь, она меня не любит. Вот такое вот, не знаю, вот видите. То есть вы такая вот классная, энергичная, не знаю, привлекательная. Вы привлекательны, он вас считает очень харизматичной. И он видит, что вы нравитесь другим мужчинам, он это видит и замечает. То есть вы такая женщина, вот огонечек такой, прям вот, не знаю,
очень привлекательная, харизматичная. И вот это вот, куда делась ваша любовь, что это такое? Он начнет бояться, он подумает, что она меня не любит, типа, где ее чувства, почему? Почему она не хочет встретиться? Но он расстроится, обидится, надует губки. И так. Ну, как бы, в общем, ему будет неприятно. Ну, короче, если вы его поздравите, тут вообще какой-то бардак начнется. Он будет думать, что он вам нравится, что вы можете встретиться, а потом что-то как бы, ну тут нету ничего. Как бы тут вот как чувствуете, так и делайте. Потому что если поздравите, какая-то каша в голове начнется. Он вам, конечно, может ответить, но ответит сухо. Он, кстати, может, если вот начнет чувствовать, что он вас теряет, он может вам даже предложение сделать. Вернись, я все прощу. Если он почувствует, что он вас теряет, да, что все разрушается, вот я говорю, он может заявиться и сказать, мол, давай все восстановим, как было раньше, не хочу. Не хочу терять, не хочу, хочу восстановить, давай общаться, давай дружить, то есть может замаячить где-то рядышком. Есть какой-то еще шанс предоставиться вам, кстати, помириться. Будет такой шанс, не знаю, через какое-то время вы можете как-то еще общаться. Вот. Да, будет еще шанс такой восстановить отношения, да. Даже если вы сейчас отстранитесь. Вы как хотите тут. Сейчас на другой колоде. Такая колода. Она меня не любит. Я не знаю, почему такое. Она меня не любит больше. Она меня не любит. Ну, тут да, тут. Но если вы его не поздравите, он будет думать, что вы от него закрылись. Вот, вы уже не хотите ничего с ним, все его мечты рухнули. То есть он тут думал, что вас в любой момент можно позвать, и как бы вы будете рядом. Он просто думал, нужно ли ему это. А тут вы его раз так и в сад, типа нет, так нет. И он такой, ну как так? Все мои мечты она разрушила. Теперь о чем мне мечтать и что думать, и что решать. Он может заявиться к вам, приехать, да, с предложением. Но как будто немножко он вас разочарует, не так, как вы хотели бы. То есть он может проявиться после этого, но вам не понравится как-то, ну, как он проявится. Вы можете его отправить в сад. Да, он такой, он все равно нерешительный. Нет, как будто... Ёшкин. Да все у вас нормально будет, если вы не поздравите. Вот лично у вас нет, здесь что-то такое выпадает, тут как будто что-то такое есть неприятное. Неприятное в общении, как будто ожидания не оправдались, что-то такое вот, как будто все не так. Хотелось бы по-другому, а тут бац, ну все не так. Видите, в общем, если вы его поздравляете, он будет думать, что он
может вами продолжать манипулировать, то есть продолжать вот это, вот держать вас в подвешенном состоянии, не пойми, что туда-сюда, шаля-валяй. И то есть и продолжать это он может. А если вы не поздравите, он такой как-то, ну как бы, видите, вот дверь перед его носом закроете, все. Он не поймет, он будет ломиться сначала, не поймет, что происходит, почему его тут. А вы уже все переросли эту ситуацию, то есть все нужно делать вовремя. Вовремя, да. Вам уже не надо. Вам как будто вот, пожалуйста, мне не надо, говорите уже, что-то не хочу. Хочу страсти, любви, не хочу холодности, не хочу вот этого вот отношения, которого вообще никакого нету, да, вот безразличного не хочу, говорит. Нет. Вы переросли уже чего-то другого хотите. Вы хотите, чтобы вами восхищались, вами преклонялись, чтобы вы распоряжались домом, семьей, чтобы дети были, чтобы уют, чтобы вы были главное в семье, чтобы вот у вас определенная свобода была, чтобы вы распоряжались финансами, чтобы мужчина зарабатывал, тут как-то вот общий бюджет. Да, здесь просто какой-то урок у вас идет. Урок, когда вас не выбирают. Вам нужно научиться себя ставить на первое место. Когда вот надо научиться уходить, и когда вас не выбирают, это такой урок болючий, конечно. Но пока вы внимание на себе не будете заострять, так и будет. То есть вы живете другой жизнью, жизнью того человека. Вам нужно жить своей жизнью. Посмотрите, чего вы хотите. И вообще пофиг, что хочет другой человек. Если он хочет к вам пробиться, то пусть пробивается. Да, вы его можете отшить хоть сколько раз, но если это ваш человек, он пусть пробивается как-то вот тут так. Если он не ваш человек, если он вас отпустил, то как он будет с трудностями вообще, когда вы столкнетесь, да, как он будет бороться? Он тоже так будет уходить, типа расхлебывай сама, да, ну вот когда вы научитесь себя ставить на первое место, свои чувства, свои желания, тогда вам не будут встречаться такие партнеры, которые не будут вас выбирать. Здесь как-то вот такой вот урок. Пускай такой засранец. Ну вот у него как-то так. Он нерешительный, он не может вам ничего дать, кроме своей нерешительности. Доведите до конца начатые дела. Доведите до конца начатые дела. Закончите это дело и смело идите вперед. Вам нужно перестать быть эмоциональной, легкой добычей. То есть такой, вы знаете, которая мягкая, как вода, женственная, умеет со всеми общаться, со всеми приятно общается. Вам такой быть не надо, потому что эти люди будут разбивать вам сердце, когда они видят, что к вам легко подойти. Вам надо быть такой, которой нелегко подойти. То есть вы знаете, чего вы хотите. Вы там, может быть, себя держите в ежовых рукавицах, чтобы выглядеть классно, чтобы достичь чего-то. И вам такой же мужчина нужен. Да, тут вас еще будут соблазнять, проверять. Ну, то есть вам нужно любить себя. В общем, любите себя, не ведитесь на мужчин. В первую очередь себя. Если ваш мужчина, он перестроит свои отношения к вам, он подстроится под вас. Вот, поэтому здесь так вот. Соблазняет вас, соблазняет, но вам надо выбирать. Себя надо выбирать, себя. Да, через какое-то время человек может еще вернуться, или такой же человек, как он, может вам попасться еще. Это как будто туда. Нужно закончить этот урок и поставить точку. Когда будет проверка, нужно пройти эту проверку, выбрать себя. Понаблюдайте. Пусть как рыцари раньше. Дамы наблюдают, а вот там за вас сражается. Пусть сражается за вас. А вы наблюдайте просто на расстоянии. Пусть докажет, что он и хочет быть с вами. Не может доказать, значит, не так сильно и хочет. Или как-то вот так вот что-то. Потому что потом с ним мучиться. Лучше подождите, пусть он созреет, поймет, что он может вам дать, все. Вот, так что вас тоже благодарю, Светик.
ваши вопросы. Так, у меня еще донатик. Следующий буду смотреть. Оля. Так, про личную жизнь. Так, а почему в апреле, март, апрель, сейчас май? Поправьте там, Оля. Наверное, не в апреле. Сейчас уже май. Ой, моя спина. Ой, кстати, если раньше сидела на табуретке, ну как на табуретке, на стульчике, который потверже, на этом посидеть хорошо. Оля, наверное, не в апреле надо смотреть, да? А какой месяц? Май, июнь. В мае тут несерьезные. Если будут какие-то встречи, знакомства, то они ни к чему серьезному не приведут. Здесь могут быть в мае знакомства новые знакомства могут быть, но они несерьезные. Ну, такие вот одноразовые, там как-то вот, видите, нужно закрывайтесь, говорит, опять же, там на те же грабли не наступай, говорит. Так что в мае могут быть, но они не для серьезных отношений. Они могут, значит, для любви, чтобы вот как-то насладиться и расстаться. Ну, несерьезные. Так. Да и в июне тут что-то ничего нет. Как будто вы будете учиться дома, вы толком-то и выходить сильно тут не планируете куда-то. Даже если здесь будет какая-то вечеринка, здесь нету знакомства. Даже если вы боитесь, что вы не встретите мужчину, вы его встретите. Вас может познакомить человек постарше, кстати, который может быть он может приехать издалека, он может на расстоянии сейчас быть. Как будто вам предложат что-то, и вы воспользуетесь этим шансом, что-то такое здесь. Здесь больше идет, что в вашей жизни могут быть какие-то изменения, которые будут для вас хороши. Здесь как-то будет жизнь меняться. Вас могут почему-то познакомить. В мае как будто несерьезные какие-то. Не знаю, почему апрель. Может быть, в апреле у вас будет какой-то серьезный мужчина или какое-то серьезное, что-то серьезное в апреле, может быть, будет. Какое-то принятие решения у вас будет, кстати, в апреле серьезное. Это касается ваших финансов. Работа. Что-то вот будет. Ладно, посмотрим. Я не вижу серьезных отношений. Здесь вы можете в июне поехать к какой-то женщине, может быть, поедете к родителям, к маме, может быть, поедете. Здесь какая-то поездка у вас. Но здесь нет мужчины для серьезных отношений. Там вы даже можете встретить мужчину. Но
И там будет мужчина не для серьезных отношений. Как будто в мае, в июне мужчина для серьезных отношений не будет. Если только вот повстречаться, ну, вряд ли вы будете встречаться. Будет все как раньше. Если вы будете встречаться, то говорят, не нужно встречаться, если видите, что несерьезные отношения. Лучше понаблюдайте, держите человека на расстоянии, потому что будет как раньше, лучше закрыться от этого. Как будто человек может вас обмануть, просто провести хорошо время и все. То есть как-то так вот. Нету такого что-то серьезного. Здесь вам надо стать самодостаточным. Чтобы человек ваш пришел, у вас энергия должна поменяться. Вы должны сбросить всю тяжесть своей души, там, жизни. То есть вам нужно идти по жизни легче. Вам нужно научиться, чтобы пришла ваша настоящая любовь, быстрее зарабатывать, стать самостоятельной, независимой. Вот. Привлекательной. То есть вы заботитесь о себе, вкладываетесь в себя, не в кого-то. И тут вот флиртуете, общаетесь, и тогда тут вот новое придет. То есть, ну, вам нужно общаться, знаете, здесь как-то научиться вкладываться в себя надо, чтобы стать... Чего тут нету? У вас вообще в будущем может не быть разочарования в любви, потому что как-то удачно можете встретить человека своего. И когда это будет не показывает. Вам надо как будто в другие энергии перейти. Учитесь получать наслаждение и вкладываться в себя. Здесь как-то вот так вот в себя. Нету пока ни в мае, ни в июне. Есть какие-то вот мелькают, да, какие-то новые знакомства, но вы будете видеть все их недостатки. То есть вы будете видеть, что это, ну, как бы тут ничего такого. Ну, это говорят, если вы захотите, вы можете ходить на свидания, встречаться. Тут есть такая возможность. Но в то же время вы будете ждать своего мужчины. Это будут не те, ну не те будут, все не то. Да, будут там, вы можете знакомиться, встречаться, на свидания ходить, узнавать друг друга. Но вы будете ждать другого, вы будете ждать настоящего, который стабильный, который принесет вам счастье. Почему-то, ну, вы выбираете, вы будете выбирать, но поэтому выбирайте. А вы потом примете решение, что как бы вообще не хочу этих мужчин, которые не предлагают мне, да, которые мне вот это вот лапшу на уши. Ну, то есть тут у вас будет общение, будут мужчины в мае, в июне, которые будут вам предлагать несерьезные отношения. Вам это надоест, вы потом всех пошлете, видите, и как бы это, ну, то есть не предлагают вам стабильности, не предлагают вам постоянства. Они вас будут разочаровывать, будут только говорить красиво, может быть, выглядеть еще симпатично. Вот. Ну, какие-то могут даже вас ограничивать. Нету пока. Именно для серьезных, чтобы ваш был человек. Прям в этом году? Нет. Блин, ну вообще человек придет в вашу жизнь, да, с которым, вот, за которого вы выйдете замуж. Но вот в этом году или нет, тут непонятно. Как будто в следующем году. В этом году. Нет, непонятно. Но здесь говорят, общайтесь и встречайтесь. Ходите на свидание, общайтесь. Так вы поймете, когда человек, то есть так вы поймете, когда будете ходить на свидание, общаться, вы поймете, какого человека вам надо. Вы поймете, что там вот те, которые красиво выглядят, красиво говорят, могут говорить неправду.
То есть это фантик от конфетки, а сама конфетка, может, на самом деле там все не так. Здесь говорят, ходите, но, говорят, вот такой будет опыт. Вам будет бояться, что вы останетесь одна и никого не будет. Да, но они вас будут разочаровывать. А на самом деле ваш человек, вот он прям выходит, ваш человек есть. А те, которые вас будут разочаровывать, вы просто будете с ними общаться и отправлять их всех в сад. А когда вы, тем более этот человек к вам придет, вот, то есть не вы к нему, а он к вам. Ваша прям энергетика друг за дружкой вышли. Не показывают, когда вы там встретитесь, ну, закрыто пока. Там, видимо, вы должны еще проработать что-то. Семья будет стабильная, все будете дома в кубышку складывать. Непонятно, что-то это непонятно, не показывает. В мае, говорит, обращаю внимание на работу. Да и в июне тоже работа, деньги, семья. Работа, деньги, семья, близкие, да. Друзья, встречайтесь, гуляйте, встречайтесь с друзьями. Тут нету мужчины. Как будто нету мужчины. Есть вот, ну, просто для общения, как друзья, как там в какой-то компании в одной. Свиданки ходить, так встретиться. Понравились, не понравились, может быть, одно свидание и достаточно. И типа все ясно. И расстаетесь тут же. Здесь как-то так, здесь нету как-то вот мужчин-то. Будете заниматься своим финансовым положением. Можете познакомиться через интернет с кем-то. Будете заниматься своими финансами. Можете достичь какой-то цели, кстати, в сфере финансов, заработать денежку хорошую. Ну, если вы этого хотели. Но, видите, отношения тут не показывают. Тут нет отношений вообще. Тут вообще не про отношения. Здесь у вас будут разные периоды, когда нужно будет принимать решения, когда что-то будет уходить из вашей жизни, да, вы будете принимать решение, как действовать. Возможно, тут надо будет еще будет такое, что как будто вы будете думать, что вы не можете, вы в ограничениях, но вы можете, там все есть возможности открыты. Если вы думаете, что нужно просить о помощи кого-то, мужчину, да, какого-то, в какой-то ситуации, то не стоит просить о помощи. Ваш человек, он сам придет и сам вам поможет. Он просто сам, знаете, ваш человек, он сам возьмет просто у вас все из рук, да, вот это все тяжелое, что вы на себя наваливаете, и все сам сделает. А если вам нужно, тут, говорит, не проси, говорит, ваш человек, он сам увидит, сам все сделает. Не показывает тут мужчину. Легкие общения, только легкие свидания, легкие вот такие какие-то встречи, несерьезные мужчины. Флирт, и свидания могут быть такие вот. Когда вот поедете как будто то ли к маме, то ли к кому-то замужней женщине, там тоже можете познакомиться, но там тоже нужно быть аккуратной. То, что тоже может обмануть. Говорят, учись делать выбор. Тут нужно научиться видеть, даже если видеть невидимое, то как бы чувствовать и не закрывать себе глаза. То есть вы можете видеть людей такими, как они есть. То есть вы видите их недостатки, но почему-то закрываете глаза на эти недостатки, как будто вы не заметили этого. То есть вы обманули сами себя. То есть я этого не заметила, это не, ну как будто это вот случайность, это еще что-то. На самом деле он говорит, откройте глаза. Вы это все видите. Ну, не надо себя обманывать. Вы это все видите. Продумывайте свой план. Вы можете стать независимой в сфере финансов. Здесь почему-то у вас с финансами.
У вас впереди хорошая, благополучная семья, все нормально. Но пока что не сейчас. Да, еще какой-то путь надо пройти. Пока нет мужчины. Он будет позже. Возможно, любит на мотоцикле ездить, в шахматы играть. Какой-то такой вот умный мужчина. Цветы будет дарить. Там в нем все есть. В нем проснется романтик. Кстати, у вас хороший мужчина будет, будете вкладываться вместе в отношения, он не будет сидеть сложа руки. Тоже будет как-то с вами флиртовать, заигрывать, романтика, все вот это вот. Но не показывает, когда. Видимо, вам надо в другие энергии перейти. Общайтесь, занимайтесь собой. Себя ставьте на первое место здесь. Но пока какие-то финансовые проблемы будут. Ну, не то, что проблемы. Какие-то дела с финансами будете решать. Опять, да, финансы. Учитесь зарабатывать и быть независимой, чтобы вы не зависели от мужчин. Не нужно от них ничего ждать, потому что вы будете разочарованы, если чего-то будете ждать от мужчин. Только жизнь ваша будет проходить. Подождите, говорит, со временем ваш мужчина может быть с другой стороны, или когда вы куда-то поедете, можете познакомиться. Но здесь вам нужно стать самостоятельно независимой, чтобы вы были самодостаточны. Как-то так вот. Может быть, вы уже такая, но говорят, вот это так. Нету пока никого. Где они ходят? Да нету, уже говорят. Ну что ты спрашиваешь, уже говорят, ты спрашиваешь. Нету, говорят, отношений. Да, как будто вы закрыты, видите, вы не в тех энергиях сейчас находитесь. Видите, отношения, и вы закрыты. Вокруг вас мечи, тут мечи, там мечи. Не давите на себя, не давите, не торопитесь, расслабьтесь, получайте удовольствие, изучайте новую информацию, встречайтесь с новыми людьми, общайтесь с ними ровненько так. Ничего на них не накладывайте и сами ничего им не обещайте. Как-то вот так вот. Вот подсказку вам сейчас посмотрим. Подсказка для Оли. Смотрим. Отпустите прошлое. Что-то у вас там с прошлого еще, видите? Мысли, может быть, какие-то отпустите. Если вы думаете о прошлом, то вы живете в прошлом. Вот вы сейчас в настоящем, думаете о настоящем. То, где вы сейчас находитесь, что вы сейчас делаете, кайфуйте в настоящий момент. Если вы мыслями в прошлом, то вы живете в прошлом. Поэтому здесь так, нету пока этого мужчины-то пока что. Вот, Оля, так вот у вас. Как же вы можете себе помочь-то? Тут опять десятка мечей. Говорит, ну вот это отпусти, все, что делает тебе больно. То есть, и если вас не ценят, если вас используют, уходите от этих людей сразу. И сами себя не обманывайте здесь. Если вам тяжело, ищите какой-то другой вариант. Здесь не загоняйте себя в тяжелую ситуацию. Нос чешется. Кто там, чего там, кто там пьет. Живите, кайфуйте, когда нету рядом там мужчин, вы можете вкладываться в себя. Делать, что вы хотите. Вот, ехать, куда вы хотите. Он придет, придет. Одной энергии будете, придет. Посмотрю для Светланы. Ой, перевернулась карта. По работе. Какое-то будет важное событие по работе. Возможно, Светлана, будет очень много работы. Возможно, вы будете загружены, перегружены работой. Может быть, у вас очень много клиентов будет. Поэтому выполняйте работу хорошо, вы получите
заслуженную оплату. Очень плодотворный месяц по работе может быть. Если какие-то сомнения с прошлого придут, гоните прочь. Здесь говорят, знаете, что еще события какие, к чему быть готовой. Здесь нужно быть сильной, здесь нужно быть готовой к тому, что вы справитесь со всеми трудностями, вам будет дана энергия на все. То есть вы не будете уставать, вы будете делать, 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 потому что здесь какие-то, вы будете идти к своей цели, здесь что-то будет, знаете, возможности появляются, главное все это делать. Не бойтесь, вы с этим справитесь. Здесь просто говорится о том, что здесь говорят, не сомневайся в том, что ты делаешь. Вот, не делай шаг назад, не сомневайся, не надумывай себе там. Вот. Будь готова к тому, что будет много работы, будет много новых возможностей, но ты справишься со всем, при том, что будешь выглядеть супер при этом. Энергия будет дана на все, и на работу, и на внешний вид. Говорит, не бойся, не делай шаг назад, иди только вперед. Какая-то новая идея может к вам прийти. Новая мысль, идея, новый человек, новое даже знакомство, новое предложение. Новые возможности, короче, появятся. Здесь прям вот новые возможности. Новые возможности появятся в течение месяца. И они будут такого характера, знаете, тут будет какое-то предложение, может быть предложение, ну, как и флирт, это может быть, да, новое знакомство, предложение о свидании каком-то, да, но здесь может быть просто еще такое предложение общаться, какое-то хорошее предложение, что-то такое вам понравится, какой-то очень приятный разговор, приятный человек, свидание, встреча, общение, что-то такое. Вот и вам говорят, будь открыта к новому этому общению. И вот это вот знаете, когда вы будете общаться с этим человеком, тут какие-то новые возможности приходят, новые люди, вот новый человек придет. Вот, и вы после общения с ним вы поймете, как нужно действовать, куда идти, от чего уходить. Вы уйдете от чего-то, что вас не устраивало уже. Вроде нормально, вроде хорошо, но не устраивает, но это не ваше, вы хотите другое. Вот этот вот разговор вот, или вот это вот общение с человеком, оно вам даст толчок и желание идти к своей мечте, идти к тому, чего вы хотите, чувствовать вот именно вот то, что вы хотите. И вы перестанете ждать, вы просто уйдете от чего-то и пойдете дальше. Да, мне здесь вроде нормально, это как может быть такое на работе, что вроде все нормально, вроде, да, ну вот, или, например, э, то зарплаты задерживают, то еще какие-то конфликты на работе, ну, вроде бы как коллектив хороший, там привыкаешь уже и неохота уходить, оставлять, тяжело уходить, но надо, потому что там, например, зарплату не поднимают, ты сидишь на этой зарплате там 10 лет, вот. И вот тут бывает такое, и здесь тоже такое состояние, что после разговора с этим человеком вы поймете, что да, вам чего-то не хватает в какой-то области вашей. Какой области? Но вот вы о ней много сильно думаете, в какой-то области, которая касается вашего будущего. Вы как будто об этом очень много думали, и после разговора вы поймете, что я не хочу уже, я стою на месте, я хочу уже действовать, надо что-то делать, чтобы идти туда, куда я хочу. Иначе когда я туда приду-то? То есть время-то идет, и вы примете решение, смотрите, быть звездой. Примите решение, что вы главное в своей жизни. Да, пусть за вас борется, пусть там, не знаю, вот тут вот как рыцари там, да, кто там хочет ваши руки и сердце. Вы будете смотреть, вы примете решение, что вы достойная, что вы достойны большего, что вы себя очень сильно цените. Будете себя научитесь беречь, баловать. Ну, такое решение примете и начнете так действовать. И, и уже, знаете, вы сначала посмотрите, как за вас поборется, да, как проявится человек, который захочет появиться в вашей жизни, а уж потом будете его подпускать к себе.
Это будет касаться, неважно, так. Да, никого не будете подпускать, ни друзей, ни врагов, никого. Пусть проявится, как вот проявится, так я и буду относиться. Мгм. Когда вы выберете себя, когда вот вы выберете, когда вот это решение вы примете, что вы очень ценны, у вас вот эта вот проблема недостатка денег, да, или вот как будто что-то блокировалось, то есть, то нету. Здесь чего-то, нехватка чего-то, может быть, нехватка финансов, она уйдет. Но вот такая карта выпадает, то что вы как будто что-то там сделаете, какой-то толчок произойдет, и у вас с финансами канал откроется, вот блок какой-то уйдет. Потому что вы начнете себя любить, в себя вкладываться, вы начнете понимать, что вы очень ценны. Те, кто рядом, они пусть будут рядом, если они хотят, да, но вот главное себя цените, чтобы вас никто не обижал. Вот вы пойдете к своей мечте, примете решение, пойдете, и все, у вас дороги откроются. Блок этот отпадает, и говорят, ну раз тебе так надо, раз ты этого хочешь, вот, тем более вы идете не оглядываясь здесь, то скажешь, ну иди, все, вот этот вот блок, ворота открылись, вы дальше пошли, ворота закрылись, прошлое в прошлом. Там, где было закрыто, оно откроется. Да. Вы будете офигеть как счастливы. То есть вы какой-то урок пройдете, вы что-то поймете, так что общайтесь. Здесь общение с каким-то человеком откроет вам глаза. Может быть, вы давно не кайфовали, давно не радовали, давно никто внимания не уделял, или просто вы не разговаривали с приятными людьми, с которыми вам классно, кто там просто поболтать. Вы поймете, чего вы действительно хотите, чего вы внутри хотите. Именно, как говорят же, ваш внутренний ребенок, все дела, но то, что именно вы хотите внутри. Вот такой вот урок. Послушать себя, своего внутреннего ребенка. Не кого-то там, не так, как делают все, а так, как хотите вы. У вас какой-то блок отпадет, джинсы, все прям. Препятствие какое-то, камень сдвинется с дороги, и вы дальше пойдете. Здесь так говорят, да. Говорят, если вы хотите помочь, то помогайте с любовью или не помогайте. Потому что если, вы знаете, если человек просит о помощи, там, да, или как-то вот не просит о помощи, а намекает, если вы видите, что человек неблагодарный какой-то, да, или вот он как-то вот, а, типа ты ему делаешь одолжение, что помогаешь, то нифига не помогайте. Скажите, ой, слушай, ну, короче, мне некогда, у меня тут свои дела. А если вот вы с любовью, да, вот если видите, что человек действительно нуждается в вашей помощи, то есть и как бы видите, что он благодарен, то тогда помогайте. То есть как бы по сердцу, как вы чувствуете, так и делайте. Если не хотите, не делайте. Потому что этот человек еще будет потом, знаете, на вас наезжать, типа, да ты такой щекой. Ну, бывают такие люди, которые, знаете, поможешь там от души, да, а они еще на тебя наезжают, типа, да ты такой вообще, ну, то есть грязью обливают. Тут зависть там людей есть. Они еще более неблагодарны. Тут как-то вот так говорят вам совет, если что, обратите внимание. То есть выбирайте себя. Если вы чувствуете, что вы хотите, делайте. Нет, даже без сожалений не делайте. Даже не сожалейте, не думайте об этом. Просто выбирайте себя. Что-то меня занесло. Какие еще важные события будут? Смотрите. Здесь будут вас соблазнять на что-то. Какие-то будут соблазны, вам придется делать выбор. Вот, придется делать выбор вам, да. Но сделав этот выбор, будут последствия. Не сделав этот выбор, тоже будут последствия. Они разные, поэтому все равно вам придется принять решение. Какое-то решение, в общем, вам нужно будет принять. Просто вы должны знать, что и тут, и там будут последствия. Вот. Это не значит, что они будут какие-то плохие. Это значит, что у вас жизнь поменяется, и нужно будет это принять. И уже дальше как-то решать, как, ну, как подстраиваться. Например, вы переезжаете от родителей, да, вы сделали выбор, да. Как сказать, хороший это или плохой выбор. Вам придется сложно там, да, одной там платить там за квартиру, что-то еще. Это выбор, кто может сказать хороший, кто может сказать плохой. Там для родителей это может быть нет, не уезжай, для них может быть плохой, для вас хороший, то есть это какие-то перспективы открывает. То здесь просто будет какой-то выбор, ну, и будут последствия, то есть к которым нужно быть готовыми, обдуманно выбор совершать. И лучше сердцем. Да, Дитка, вы можете даже съехать куда-то.
Здесь какая-то стабильность наступит в вашей жизни. Можете жилье поменять. Почему-то так. Здесь в будущем вы будете видеть человека, знаете, будет какой-то человек очень эмоционально неуравновешенный, то есть он может вспылить, он может нагрубить, он может выпить и по пьяни что-то там сделать, там наговорить, да, то есть такой вот человек, который не контролирует свои эмоции, особенно когда выпьет. Вот с этим человеком лучше не общайтесь, тут говорят, но он может разбить вам сердце, что-то какое-то вот, что-то такое сделать неприятное. Но вы будете видеть, вы будете знать, что этот человек такой. Это, наверное, уже не месяц, это, наверное, уже дальше говорят. Здесь говорят, что здесь в будущем появится возможность встретить своего человека, который приедет откуда-то, от которого вы можете забеременеть. И отношения могут развиваться очень быстро. Очень быстро, очень стабильно. Здесь как будто... Он как будто возьмет контроль под... Не знаю, что-то тут непонятно, в общем. Что-то показывают много всего. Непонятно, что дальше. Какой человек вообще может прийти туда, дальше почему-то, еще дальше. Когда вы разберетесь с этим же человеком, который там, выпив, может, что-то, какой-то еще новый появится. Но тот вроде не пьет. Вроде не такой. Ну, это не в течение месяца, мне кажется, а дальше. Ну, в общем, в деньгах все будет как раньше, как в прошлом было. В любви могут быть новые отношения, флирт, романтика, интим, может быть, легкие отношения. В работе будете много эмоционировать. Будет возможность, да, отложить, но все-таки чего-то. Если в работе, тут как это, как и плюс, и такой минус. Если нужна будет помощь, попросите помощи в работе. Здесь так. Чего-то все-таки будет не хватать. Работа будет, все нормально, что-то не хватать будет эмоционального. Что-то эмоционального будет не хватать. Удовлетворения какого-то. Вот. Здоровье все будет хорошо. Да. Интуиция вас будет чему-то учить, кстати. Справедливости и ясности видения. Да, в общем, вот так вот будет. В общем, все посмотрели. Самое основное. Помощь может вам прийти. Когда вам нужна будет помощь, вам может прийти помощь. Так, хорошее событие это то, что помощь какая-то может прийти, и это сделает вас сильнее. Это как будто поддержка какая-то. Просто человек рядом может оказаться, и вы уже почувствуете себя увереннее. Вот. Негативное, если что-то, то как будто вы не сможете принять, как будто останетесь, как будто здесь не можете принять решение. Какое-то решение нужно будет принять, а вы будете стоять в прошлом, и вы не решитесь пойти дальше. Вы будете вот как было, так все и остается. Вы как будто в прошлом остаетесь. То есть вы не пойдете вперед, не сделаете шаг вперед из такого, и не очень. Вам как бы уже нужно идти, вы ногу заносите, потом нет, это какой-то вот нет, нет.
идти страшно в новое что-то. Вот это вот будет то, что как бы нет. Не хочу. Неизвестность пугает. И не будьте одни, потому что, ну, идите к своей цели, проявляйте активность. Не сидите дома, почему я хочу сказать, не сидите дома как сухарь в темной комнате. Выходите наружу, действуйте, проявляйте активность. У вас энергия будет на все. Ставьте цели в ближайшее время какие-то себе и достигайте их. У вас возможности появятся. Подсказка на ваш вопрос. Время сделать передышку и набраться сил. Давайте набирайте сил. Чтобы дальше идти, надо по-любому силами сначала наполниться. И когда вы будете делать какие-то там дела свои, распределяйте время, чтобы было время на отдых. У вас там с работой будет там всякое разное, что, может быть, не будет времени на отдых, но вы находите. Страсти вам будет не хватать. Чтобы страсть была, съездите куда-нибудь. У вас работы будет много. Если вам будет хотеться чего-то нового развеять, куда-то съездите, поедьте куда-то. Или вы даже можете перейти с одного места в другое. Какие-то сомнения у вас. Ну, в общем, куда-нибудь надо вам развеяться будет, чтобы переключиться, освежиться. Вот. Ой, Ксения тут приходила. Ксения приходила. Если нужны подсказки, пишите слово «подсказка». Я сейчас донаты проверю, чтобы не пропустить, чтобы никого... Нету, все хорошо. Если кому-то нужна подсказка, пишите слово «подсказка» в комментарии. И будет подсказка на этой колоде. Вот. Где тут отсвечивает. Ну вот на этой будет подсказка. Вы там вопрос свой в голове прокрутите. А если надо, то по ссылке надо пройти. Ну, наверное, вопросы уже... Вот. Закрепила ссылки, если кому-то нужен будет ответ на вопрос, там 250 рублей донат. Или подсказка. Кому нужна подсказка, пишите подсказка. Я дам подсказку. И вы переложите на свою ситуацию, на свой вопрос. Посмотрим. Если что, кто-то будет смотреть в записи, там есть общие расклады. Общий расклад на послание из будущего там есть. Там, что делать, что не делать, чтобы неделя была следующая хорошая. Там есть у нас одна руна, тоже там по подсказкам, на что обратить внимание. Поэтому смотрите, вообще расклады есть. Прокручивайте, прокручивайте туда-сюда. Где-то там есть. Вот. Все, вроде бы все ответила. Что-то еще хотела я вот тут сделать общее. Наверное, уже не буду. Что-то я устала. Не буду. Потом сделаю. Потом выложу. Все уже разобрали свои подсказки. Кому еще нужны подсказки, пишите подсказка. Или подсказки. Или подсказка. Кому нужна подсказка, пишите в комментарии подсказка. И я дам вам подсказку. Здесь кто-то что-то тайное узнает. Что-то тайное откроется, какая-то информация. Что-то тайное, что-то неизвестное станет известным. Тайное станет явным, как в Денискиных рассказах. Истории там есть. Ну что, я тогда буду заканчивать эфир, раз уже подсказки все разобрали. Вот. Все уже, значит, всем подсказки раздал. Сейчас донаты гляну. Это у меня было такое несколько раз. 2 раза, по-моему, что эфир закончила, а там донаты. Все, тогда заканчиваем эфир. Встречаемся с вами в следующую субботу по плану. 21:30 по московскому времени. Вот.
А у меня в следующую субботу, наверное, хотя я вечером буду дома, да. Поэтому приходите, напишите слово подсказка, будет вам подсказка. Все, всех обнимаю, целую. Пусть у вас вся неделя будет хорошая. Вот, пусть у вас придут новые знакомства хорошие, приятные. Вот, много общения. Все, всем пока. Спасибо, что пришли.